Приветствую, друзья! Приглашаю вас в увлекательное путешествие по мысу Меганом. В этом видео мы совершим морскую прогулку вдоль мыса Рыбачий, высадимся на большом нудистском пляже и пешком отправимся дальше. Посетим храм Шивы, поиграем камешками на алтаре Ганеша, посмотрим на причудливые камни и рисунки Меганома, пройдем по крутым обрывистым склонам, попадем под дождь и благополучно вернемся назад. Ну что, ребята, отплываем мы с Меганома вглубь Меганома. На такой вот лодочке резиновой. Ну я до индейцев. Давай, до индейца. Там тропа есть, там можно выпить. Да, там везде. Да ладно, нормально. Мыс Меганом и Аюдак, далеко выступающие в море, являются самыми заметными точками южного берега. Меганом отличается необычной энергетикой, нередко здесь происходят странные случаи и аномалии. Мыс Меганом находится между Коктебелем и Судаком и занимает площадь 20 квадратных километров. Мыс Меганом состоит из 4 мысов. Вот их имена: Рыбачий, Меганом, Бугас и Толстый. Высота мыса Меганом 358 метров. Береговая линия мыса составляет 16 километров, но при этом он считается самым засушливым местом в Крыму. Благодаря этому местная почва, подвергающаяся постоянной эрозии, получила название бедлендов – плохая земля, годная только для карьерной добычи, что, собственно, и происходит. Но это не мешает Меганому притягивать тысячи туристов, готовых приехать туда даже в самый пик жары. На мысе Рыбачий на Меганоме были обнаружены остатки тавровских поселений. Также на мысе было и много необъяснимых находок. Например, силовые кольца шириной в 50 сантиметров, хорошо заметные с высоты. Кольца периодически меняют свой цвет. Когда они тускнеют, то у находящихся рядом людей ухудшается самочувствие. Уфологи предполагают, что это связано с магнитной аномалией и посещением этих мест неземными объектами. Высадились мы в бухте Акулий плавник на большом нудистском пляже. Высадившись на большой нудистский пляж, мы отправляемся вглубь полуострова.
Полуостров Меганом считается одним из самых загадочных мест Крыма. С ним связано множество различных историй и легенд, а очевидцы утверждают, что здесь можно вполне увидеть призраков, космические тарелки инопланетян или внезапно оказаться в параллельном измерении. До недавнего времени на Меганоме в одной из воинских частей проходили исследования магнитных аномалий. Место для посещения было закрыто. Поговаривают, что военные изучали здесь аномальные места силы. Эти исследования проходили под грифом «совершенно секретно». В данное время исследования свернули, хотя на самой вершине Меганома все еще присутствуют две военные части. Мыс Меганом входит в десятку самых энергетических мест нашей планеты. Меганом популярен среди поклонников эзотерического туризма. Разнообразные целители, экстрасенсы, йоги, шаманы приезжают сюда не просто ради отдыха. На этом месте они пополняют энергетические запасы, принимают информацию из космоса. Йоги считают это место одним из сильнейших по уровню воздействия на человеческое сознание. Здесь есть целый город, именуемый Храм Солнца или Храм Шивы.
сигареты работают. В жизни, видишь, да? Хрустал, кристалл. Кто-то полакомился мидиями. Еще в древние времена об этом красивейшем и загадочном месте греки складывали легенды, полагая, что в этих местах скрыты врата, ведущие к царству Аида. Они были убеждены, что на этом месте можно отыскать реку Стикс и старика Харона, переводящего в Аид души всех усопших. Согласно другим преданиям, полуостров Меганом стал местом встречи Одиссея и страшного чудовища одноглазого циклопа. Чудище обитало в царстве Аид, спускаясь с него через сеть подземных пещер Карадага.
Возложив монетки на алтарь Ганеша, отправляемся дальше. Вот это интересное местечко, мне нравится. Пойдем, пройдем. Вот это прям очень интересно. Чё, палатки? Палаточка стояла под этим деревом. Ребят. Твоя, да? Да, я здесь еду. Я тебе говорю, вот здесь место этой силы. На работу. Нет, более глубокое. Поверху идут эти, ну, намоленные, разные. А вот глубже это есть. Какое тут море чистое. Обратите внимание на эту скалу. Очень похожа на пирамиду Майя. Как раз сейчас мы находимся у ее подножья. И вот я вижу некий вход. Ну, возможно, это мои фантазии. Так выглядит эта долина с мыса Рыбачий. Ну а нам предстоит еще забраться на гору и спуститься с нее. Видимо, Меганом не хотел нас отпускать. Внезапно начался сильный дождь.
Дождь в горах – неприятное явление. Обувь намокает, и прогулка по отвесным склонам превращается в опасное занятие. Дождь длился около часа. Переждав его под скалой, мы отправились дальше. Тропинки намокли, и пришлось спускаться очень осторожно. Благо, опасные участки над обрывом нам удалось пройти во время дождя, когда тропа еще была не такая мокрая. Медленно и осторожно мы продвигались к Капсельской бухте, встречая на своем пути ручьи, которые стекали с залежей голубой глины. В Капсельскую бухту мы вернулись в районе 6 часов вечера. Усталые, но безмерно довольные. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!